Я вырос в столице Сирии, это Дамаск. У моей мамы был такой принцип, типа, нельзя провести время впустую, просто играть с детьми на улице. И с 13 лет она начала мне присылать в летние каникулы в разных ресторанах, в разных забегаловках, даже я скажу, в вкусных ресторанах научиться и работать. Начало карьеры это было просто уборщик на кухне, потом помощник. И потихонечку я приобрел себе такой профессии, которой она стала мое все. Я начал изучать русский язык в 15 лет в Российском культурном центре в Дамаске. Я закончил его с красным дипломом. Я был лучший ученик. Я не хотел выходить из этого Российский культурный центр. Я там хотел провести все время. Русский язык очень сложный для иностранного человека, а я в него сильно влюбился. И очень сильно постарался, и все помогли мне, кажется. Я готов был говорить о любой теме, лишь бы приобрести хороший русский язык. У нас будет 3 великолепных блюда, которые я очень люблю. То, что люди слушают утром, по-моему, такого нету, чтобы каждое утро люди слушали одну музыку. Это, наверное, даже нигде нет такое. Только вливание. Самая трудная буква была это «ы». Для нас «ы» это вообще не существует. И использовать мягкий знак, твердый знак, когда нужно, и читать их правильно, вот это было очень, очень сложно в первое время. «Ё», буква «ё» у нас тоже нету. У нас просто «вау» на арабском, как «о». И самое трудное было это, когда надо научиться совершенный вид и несовершенный вид. И я их понял, просто на другом языке, как на арабском, нет такой, ты говоришь один глагол, и через него ты понимаешь, что здесь совершенный вид или несовершенный вид. И когда его надо пользоваться, как смотреть и видеть, например. Давно тебя не видел. Как ты? Ты изменился? Арабский выучил? Один раз был урок по как правильно ставить окончание, и я заболел. 3 дня я не шел на урок, и до сих пор у меня проблема с окончанием. Не могу правильно ставить ее в речь. А мой сын старший говорит, что это моя фишка, это прикольно звучит. Наверное, это любовь к русскую культуру началась от Достоевского, когда я начал читать его. Потом любовь к красотой русской женщины, которая добавила и красила мою жизнь. Я стал очень сильно влюбляться в эту культуру день за днем. И приобрел себе русский язык и русские общения. То есть я там общался с дочкой посол, я помню, российский посол в Дамаске, с ее друзьями. Я начал ходить не только в Российский культурный центр, а в какие-то еще круги, где собираются именно русские. Это было очень круто. И я очень хотел поехать в страну, которую я очень люблю. Я приехал сюда в 2009 году, первый раз. У меня была карта метро, я ее взял как раз у одного человека в Российский культурный центр. И я на этой карте изучал, как выглядит Москва. И я знал, что она как круглая идет, МКАД, Третье кольцо, Садовое кольцо. И второй день я уже на Красной площади сам гуляю везде, изучаю охотные ряды, что там продается. И вообще весь центр я начал обходить прямо пешком. В течение, наверное, 3-4 дня я уже все знал, где находится, что. Я был очень доволен, потому что я в себе представил, как это все выглядит. Я с ума сошел ужасно. Я очень рад был. Впечатление было, эмоций очень много. Я всегда любил вот эту историю Советского Союза и то, что это сила, которая может сказать «нет» Америки. Я начал все это пощупать руками, посмотреть, общаться с людьми. Было очень круто. Хумус. Паста из нута с кунжутной пастой, с лимонным соком, слегка вкус чеснока. 8 рядков. Чтобы было не очень жирным. Без костей. Только кости. Поруби меня пополам. Косточки. Позвольте, ваш кебаб с барашкой. Спасибо. Как ваш обед? Очень вкусно. Очень рад, спасибо. Я хотел понять, что здесь происходит, что люди едят и как они вообще думают о
ресторанах, о еде, а что-то новое, иностранное. И потихонечку начали это изучать. Ливанская меза состоит из 6 блюд. Баба гануш, азиза, мутаббат. Паста с авокадо с тхиной. Для русского человека все новое, хочет все пробовать. И он не пытается добавить что-то свое, брендоваться, сказать, где-то это было вкуснее, либо еще что-то. Он получает полностью эмоции. Мне нужно, как обычно, 8 килограмм индейка, филе, 7 килограмм окорочка. Салат табуле, который его название, она очень ливанская. Табуле значит маринованный, со специей и очень ароматный. Слово табуле, она так означает. Ругураха. Здравствуйте, здравствуйте. Сегодня с видеосъемки я пришел к вам. Будем выбирать специи. Потому что моя карьера, это был, я стану актером. Вот я параллельно ходил еще на какие-то актерские мастерства, актерские курсы. Я еще думал, что в дальнейшем я стану режиссером. И потом я понял, в дальнейшем, конечно, когда я вырос, что я стал режиссером на кухне. Потому что я работаю на кухне как режиссер. То есть я сочиняю ресторан с самого начала. Я прямо делаю его с нуля. То есть, получается, я вижу концепции полностью, как режиссер ее увидит. На горячее бамия, очень вкусный овощ, который его готовить в Ливане в томатном соусе с пропаренным арабским рисом. Мне нравится то, что здесь как будто золотая середина. И не Восток, и не Европа, а золотая середина – это в России. То, что мне очень сильно нравится, потому что на Ближнем Востоке я не чувствую себя так комфортно, как здесь. А в Европе, наоборот, чересчур все открыто и некомфортно. А вот здесь прямо золотой середине. На Ближнем Востоке Россия думает, что здесь у нас какие-то мафии, все очень опасно, и надо быть очень аккуратным и так далее. И на самом деле это все не так. Левантин – это та страна, которая в них Ливан, Сирия, Палестина, Израиль, то есть Иордания и кусок из Турции, Анталия. Вот это все называется Левантини, эти все земли. И пользуется много петрушки, потому что она очень сильно уменьшает уровень холестерола в крови. Она прямо, потому что у нас кухня сама по себе, типа, сказать, жирная, много пользуется мясом, много масла, топленое, сливочное, оливковое. А петрушка очень сильно воюет с холестерол. Правильно сказал на русском? Холестерин. Да, и поэтому она пользуется очень много. Даже с кебабом, у нас кебаб с барашкой обязательно должен быть, любой кебаб должен обязательно быть с петрушкой. Год за год я вижу здесь больше и больше туристов из Ближнего Востока. Они приходят сюда, и им это очень нравится. То есть я их встречаю на улице, в центре, везде. Они просто в восторге. Какой народ открытый, какой народ общительный. И вообще за красотой Москвы. Все, пойдем? Я первый встречу малыша Шади. Я волнуюсь. Не надо волноваться, все хорошо. Красиво выглядит. Я знал, что у меня жена будет русская, когда мне было 15 лет. В первый раз я знал об этом, когда видел русские, как они выглядят, и насколько я влюбился в эту красоту. Они очень сильные, они очень красивые, и как будто они чувствуют, что в них такое, что не найдешь у никого другого. И это на самом деле так. Ко мне подойдите. Фамилия, здравствуйте. Я был шеф-поваром в караоке в Москве, в центр города. Она приехала петь, а я прямо из кухни выхожу, что голос очень необычный, красивый и очень сильный. Я выхожу в зал, посмотреть, кто поет. Я вижу ее, познакомился с ней, и потом мы начали с ней встречаться, видеться, и началась любовь. Скоро вы увидите третьего. Ты помнишь, когда я тебя забрал в роддом? Это была любовь с первого взгляда. Даже из первого голоса, когда я услышал ее голос, слышал этот тон, выходил и видел это лицо, я сразу влюбился во всем сразу. В семье моей жены, для них я был какой-то инопланетянин. Типа, да, дружить можно, но больше серьезно ничего не надо. Непонятно, что он хочет. А на самом деле надо было пройти очень большой, долгий путь, чтобы доказать, что я нормальный. Поздравляйте. Мамочку свою. Что, он тяжелый? Он не тяжелый, он прекрасный. Он улыбается. Видел?
Дети нет, родились здесь все, в Москве. Кто-то в 7-м роддоме, кто-то в 4-м, кто-то, по-моему, последний в 3-м. Русских окружающих принимают как русские, арабские окружающие их принимают как арабы. И они знают, где что сказать. Когда они с русскими, говорят, что мы русские. Когда они с арабами, говорят, мы арабы. Это прикольно звучит от них. Я работал в Сирии, в Ливане, в Арабских Эмиратах и в России. Какой запах у него! Второй ингредиент, который очень важный после петрушка в салат табули, это помидоры. Должны быть вкусные, сладкие. Спрашивают меня студенты, как правильно выбрать помидор. Я говорю, лучше его пробовать, то есть ехать на рынок и покупать помидор. У меня жена очень такая, прямо любит эта страна, очень сильно. И ее любовь к этой стране отражалась тоже в меня. И я, когда начинаю сравнивать между жить здесь и жить там, и сравниваю ценность, которые здесь и там, выбираю Москва. Город меняется очень быстро, постоянно что-то новое. Он вообще, когда приехал, вообще по-другому выглядел. Он сильно изменился, стал очень красивый. В него убрали все палатки, сумасшедшие вот эти рынки, которые были везде некрасивые. Он очень быстро меняется, и он очень современный. То есть я, когда смотрю других городов, когда я бываю в Европе или еще где-то, я не чувствую, что у нас что-то не хватает. Я чувствую, что мы на один уровень со всеми, и даже в чем-то мы круче даже. Говяжья вырезка, 3 штуки. Да. Это мой рецепт. У меня очень много авторских рецептов, которые взяты из истории. И сочетание вкуса просто у меня очень хорошо получается. Постоянно могу удивить московская публика, очень много ливанских авторских блюд. В России от того, что когда-то ничего здесь не было, и когда все открылось и все уже можно сделать, люди здесь действительно очень сильно стараются. То есть рестораторы делают так и смотрят детали больше, чем в других странах. На Ближний Восток, если тебе просто вкусно, это достаточно, чтобы у тебя было очень много людей. А здесь это недостаточно. Здесь длинная цепочка, должна быть красиво, должна быть тема, должен быть в тренде. Понять, и у тебя, чтобы был правильный нюх, что сейчас происходит в городе и что хочет русский человек сейчас пробовать и где он хочет посидеть. Русские блюда, конечно, борщ, я до сих пор восхищаюсь, вот это сочетание. У нас на арабской кухне нет ни одной блюда с свеклой, на весь Ближний Восток. Просто ее запекают у нас в фольге, так на мангале, сказать, либо в духовке и едят. А чтобы было блюдо со свеклой, у нас нету ни одной. Борщ, до сих пор я восхищаюсь. Жена, конечно, готовит его, но когда его делаю, я делаю вкуснее, чем она его делает, даже чем теща его делает. Вас сегодня уничтожать. Мама будет? Хорош. Молодец. Аургат, молодец. Мне нравится. Straight. Для меня было очень странно этот климат сначала, потому что все, что я купил типа для зимней одежды, все не пригодилось. Все ужасное, легкое оказалось, все очень тонкое. Я в течение 3 недели после того, как я замерз полностью, понял, что я должен все купить заново. И даже когда я поехал купить, оказывается, тоже я неправильно покупал. Потом мне научили, что надо покупать и как правильно надо одеть зимой. Очень много, что я не видел нигде, только в России. Это как встречают Новый год, какая температура на улице зимой, какие виды спорта, которые можно делать зимой с таким погодой. Я очень еще люблю то, что летом здесь все превращается как будто хоть у нас в Москве пляж нет никакой, и мы просто загораем везде, это только в Москве. В любой парк можно прийти, загорать, и на тебя никто не посмотрит странно. Разные праздники тоже, каждый праздник как-то по-особенному встречается. У нас нет 8 марта, например, мы не отмечаем 8 марта. Он тоже очень интересный праздник, город в него выглядит очень красивый. День Победы мне очень нравится, я всегда стою на смертный волк, вот я никого там не видел во время войны, но я люблю вот этот его атмосферу. Много блюд готовится из нута вот этот. Можно готовить и хуммус, и еще разные блюда, как бол. Сейчас у нас очень развиты такие болы с нутом, да? Хуммус-бол его называем. Если нужно такой бол сделать, нужно уже остановиться процесс прямо когда сейчас. Чтобы не доварился прямо, как я хочу для хумуса, можно в такое время уже снять его, чтобы вы увидели там шарики. Моя теща считает, что я обрусил. Она постоянно об этом говорит. Даже я уже до этого я не понимал, что это значит. Но я сейчас даже вижу, как мои братья, кто я сюда привел, да, средней власти, что они тоже обрусили. Я был в любимом Сочи, Москва и Норильск. В Норильск самая интересная история была, то, что я не знал, где она находится на карте, я купил билеты, и мы собрались в Норильск, и я не знал, что это вообще север, и там очень большие температуры. И я продолжал в своей наивности, плыли на тундру, там оставались 4 дня, я видел медведи, дикие медведи, которые просто гуляли по ночам. Это для меня тоже был шок. Это то, что запомнилось раз и навсегда. В Питер я хочу побыть и в Сахалин. Я хочу пойти еще на Камчатку,
Хочу там словить камчатский краб и приготовить его. Соль всегда под конец, чтобы не текла вода от него перед подачей. Потому что если вы знаете, что гости будут через час, именно под конец вы заправляете. Я думаю, что Запад не принимает Россию, как он должен принимать, насколько она сильная, великая и очень мощная. Эти санкции нужны, типа, чтобы нас наказывать. Наказывать за что? За то, что мы переживаем за нашу границу. И они все это игнорируют, и никто не хочет сидеть за стол и договориться. А санкции, типа, это наказание. Но я думаю, что мы выдержим ее. Все, что они убрали у нас, это все очень вредно. У нас огромная земля, у нас все есть. Нам не нужно с миром, нам нужно правильные позиции, чтобы они приняли нас правильно, люди из Запада. И по-другому, мне кажется, с другими странами у нас нет никаких проблем. Я думаю, что откроется много ниш, чтобы эта страна стала намного сильнее и еще более интересной. Как вы видели, это несложно, это очень вкусно и очень нравится русскую публику. То, что греет мою душу. Россия, я люблю тебя.